Привет, друзья! Последний месяц я живу недалеко от Сан-Франциско, в университете Беркли, в кооперативе. И эта комната, ну как комната, это что-то вроде бара. Вон барная стойка. А вот на этом диване я сплю. Он не очень удобный, но сойдет. Мне поступило очень много вопросов, типа, где я заряжаю свою камеру в пути, какое количество у меня пауэрбанков. И главный вопрос, который мне показался интересным, это что у меня лежит в рюкзаке. И в этом видео я решил рассказать, что же у меня там лежит, для чего это предназначено, сколько весит мой рюкзак. И, впрочем, ответить еще и на другие вопросы попутно. Поехали! Это мой рюкзак объемом 40 литров от фирмы Mammut, европейской фирмы. Очень классный рюкзак, я им очень доволен. 2 года назад я отправился с ним в путешествие. За это время он не порвался, ничего с ним такого не произошло. Единственное, что есть маленькая дырочка вот здесь, но она от того, что мы, когда с Катей ехали через Китай на мотоцикле, очень плохо закрепили рюкзаки, и он терся об мотоцикл, и его порвало. Первая вещь, она даже не в рюкзаке, она снаружи спальника. Я приобрел его совсем недавно. Это спальник, который я обменял на $10 и термокружку. Внутри самого рюкзака у меня сразу же лежит одежда. Она лежит в пакете для того, чтобы не промокнуть, и в принципе так удобно. Подушка для комфортного сна, спальник еще один, это мой основной спальник, раньше был летний, очень крутой, тоже от фирмы Mammut, очень мало весит, на плюс 10 градусов тепла. И последние из крупных вещей, которые лежат у меня в рюкзаке, это то, что осталось от моей палатки, это москитная сетка и дно палатки. Иногда я ее укрываюсь сверху, но в общем не выкидываю, пока что она мне пригождается. Это раньше была двухместная палатка Freetime, которая весит 1,5 килограмма. В этом маленьком кармашке у меня лежат документы. Они лежат в 2 пакетах для того, чтобы не промокнуть. Также здесь лежит флешка, еще на 32 дополнительных гигабайта для съемок. Но это реально, на самом деле, у меня проблема с памятью. В кармане у меня лежит телефон. Здесь все карты и прочая дребедень полезная. Это тот самый телефон, который упал с поезда и который выжил после этого, но он все равно теперь не работает, потому что я не очень бережливый человек, наверное. Таким образом, все, с чем я путешествую, 2 года умещаются в 40-литровый рюкзак и весит не больше 8 килограмм. Если я путешествую по южным странам, тогда эта цифра 8 килограмм еще уменьшается, потому что уходит теплая одежда. Из одежды у меня только то, что одето на мне: рубашка, штаны, шорты дополнительные, толстовка и комплект термобелья. Набор личной гигиены, там зубная щетка, зубная паста. Это все, что нужно для путешествия. Что самое главное, в путешествии автостопом, тем более в путешествии на товарных поездах, очень важно, чтобы ваш рюкзак весил как можно меньше, потому что нужно бегать, догонять поезда. И чем меньше весит рюкзак, тем это легче делать. В принципе, тяжелый рюкзак не очень с собой приятно носить, а ходить приходится много. Поэтому, если ваш рюкзак весит больше 8 килограмм, и при этом вы парень, то вы неправильно как-то рассчитали, неправильно выбрали экипировку. Ответы на следующие вопросы. Где я заряжаю технику? Сколько у меня пауэрбанков? Пауэрбанков у меня 0. Технику я заряжаю в фастфудах по пути. То есть, если вы путешествуете, ребята, то, скорее всего, вы путешествуете по тем местам, где есть люди. И так или иначе, даже на товарных поездах ты можешь попасть в какую-то глушь. Но в этой глуши обязательно будет какое-нибудь место. Тем более, глушь для Америки понятие весьма-весьма. Но, тем не менее, если вы попадете в безлюдное место, то на следующий день вы наверняка окажетесь вместе с людьми или через еще один день. Короче, это не проблема. Заряжать технику не проблема. И такая информация еще. Я пытался получить визу в Канаду, чтобы через Канаду отправиться на Аляску. Через Канаду на товарных поездах, что может быть романтичнее. Тем более через такую северную и красивую страну. Но канадское консульство решило иначе. Она решила, что я нищеброд и так далее. В принципе, это является правдой. Поэтому они мне отказали в визе. Маршрут резко изменился. Я разворачиваюсь ровно в противоположную сторону и теперь еду не на север, а на юг. Потому что моя американская виза заканчивается через 18 дней. И я еду в Мексику. В Мексике тоже будет, я думаю, много всего интересного. Поэтому
Поэтому я, в принципе, не расстраиваюсь. Канада, Мексика. Это же путешествие, ребята. Неважно где, в принципе. И да, ребят, мне было реально очень приятно почитать, что большинству тех, кто посмотрел мое видео, оно понравилось. Значит, есть смысл продолжать. Вот, так что я постараюсь продолжать.